Всем привет и добро пожаловать! Данный ролик будем озвучивать, иначе я уже не знаю, как передать информацию вам не только посредством видео, но и хотелось бы рассказать вам о нем. Крайний полноценный видос выходил аж 2 августа, а шорт с тизером 16 октября. За это время было много изменений, а главное, это появление новых в кавычках старых компаний и многое другое. Давайте начнем по порядку. Новые карты. С шортс-видео вы уже могли увидеть добавленные компании, такие как «Болотная лихорадка», «Ужасный ливень», «Приход», «Переход», «Нет милосердию», «Роковой полет», «Похоронный звон» и «Жертва». Думаю, вы заметили, что не хватает еще 4 компаний, но из-за добавления функционала игры и доработок данных карт каждой по отдельности, стало больше времени уходить на все эти обновки, хотя мне нужно было сначала добавить все карты, а потом уже заниматься функционалом. Главные герои. Особенности карт. Персонажи прямиком из той вселенной в период после утечки неизвестного, зомбирующего людей вируса, который привел к хаосу по всему миру. Они здесь все 8, но на данный момент обновлено только 2, это Элис и Зои. Теперь они ходят почти с одинаковой скоростью, что и зомби. Имеют хоть топорную, но анимацию ходьбы и ношения оружия, отображение также синхронизировано между игроками. Думаю, стоит отметить, что практически все, что есть в игре, синхронно между игроками. Также мы можем открывать двери, думаю, вы помните, как они лежали раньше. Выполнять действия задания, переносить определенные объекты по карте. Да и в принципе раньше мы себя не видели в кат-сценах. Скоро игроки не будут появляться в одной точке спавна. Надеюсь, на момент записывания этого видео я уже исправил эту ошибку. И да, в недавних обновлениях вы не можете убить союзников, и кстати, если вы погибнете от рук зомби, то вам придется проходить карту заново. Особенно это красиво выглядит, если это была начальная карта с кат-сценой. Если вам захочется открыть новый путь для спидрана, то всегда пожалуйста. На картах пока что нет невидимых стен, которые мешали бы срезать вам путь, но все же высотой прыжка вверх ограничены и некоторые стены становятся недосягаемы, а вот урон от падения отключен на время, и это тоже можно использовать. Также в спидране вы можете ломать стекла и некоторые разрушаемые объекты, жаль, что без анимации. Вертикальные лестницы вам тоже по силам, но есть очень маленькая вероятность застрять в ней. Для выхода из ситуации вам поможет кнопка K, прямо как в No More Room in Hell. Убежище теперь требует наличия всех игроков в комнате для перехода на следующий уровень, и оно работает автоматически, проверяя количество игроков на карте и в комнате. Туман исправлен, глазам больше не мешает этот ужасный вид. Мини-новшество – это отталкивание зомби, кстати о них. Зомби и режиссер – босс. Все инфицированные обзавелись всеми звуками, такими как шаги, удары, атаки, смерти.
Раньше они были ходячими ниндзя, которые передвигаются беззвучно. Зомби также научились лазать, вы только посмотрите на это. Я был так рад, что записал это на телефон, без использования программ по записи экрана, анимация после исправлена. Теперь от них не укрыться. И режиссер, думаю, сложно объяснимое, ведь помимо использования разных точек появления производится подсчет убитых или помилованных зомби, и придуманный код постоянно подстраивается под ваш стиль игры. Грубо говоря, больше убьешь, больше получишь. Режиссер не будет вам постоянно солить, у него 3 стадии. Обычный режим, сказанный способ ранее, в следующую стадию он перейдет при определенных событиях, вызвав волну зомби, и исходя из волны уже решит, давать вам танка или перейти в режим спокойствия. Так что не злите режиссера. Думаю, вы уже поняли, что босс — это никто иной как танк, имеющий вроде как 2500 единиц здоровья и сокрушительными ударами. Его HP синхронизировано, как и всех зомби, так что если стрелять в него толпой, его запас здоровья быстро иссякнет. Постпроцессинг. Для хоть какой-то не вырви глазной оптимизированной графики, чтобы не переходить на типы URP или HDRP, был добавлен оптимальный постпроцессинг. Сравните, слева без графических улучшений, справа постпроцессинг. Режимы игры. Мутации. Сложность. В меню создания комнаты добавлен новый пункт, который на самом деле меняет место появления зомби, такие как стандарт, Around, Player и Random. Также мне тут не хватает режима без зомби, но, увы, некогда. Стандарт — это режим, в котором зомби появляются в определенных точках, установленные мной. Around — то же самое, но в случайном радиусе стандартных точек, что добавляет небольшого рандома. Player — это, исходя из названия, спавн зомби происходит вокруг игрока в заданном радиусе. Этот режим не очень оптимален, и, возможно, лучше его использовать с каким-либо другим. Самый лучший вариант Random. Я сам его использую во время игры, ведь в нем даже я уже не знаю, где появится зомби и в каком количестве, что очень меня радует, и вместе с нашим режиссером получается бодрая игра. Этот режим совмещает в себе все 3 предыдущих режима в одном, и в цикле при расстановке зомби для каждого из них рандомно выбирается точка, в которой он появится. Возможно выбор других режимов, и во все стоит убрать из выбора и оставить на постоянку последний способ. А что думаете вы? Также, раз я уж тебя спросил, есть ли смысл для лютых хардкорщиков добавлять режимы сложности, ведь по сути у ИИ будет просто меняться количество здоровья, например, чтобы обычные зомби не стали умирать от одного выстрела. Меня устраивает то, как есть, но добавить это в принципе можно, был бы спрос, как говорится. Также много других мелких деталей, на которых я не акцентировал внимание или попросту забыл упомянуть, иначе видео никогда не закончится. Да и хотелось показать, что проект не брошен. Всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. Увидимся в следующих видео. Всем пока.